Ой, народ. Утро добрым не бывает в субботу, да? Ну, говорят, обычно в понедельник. Я открою или нет? Не надо. Надо. Вот. Сколько время? У нас утро начинается в 12 часов. Но мы сегодня встали без 15:06. Рванули на Мон-Сен-Мишель. Немножко у нас не получилось с приливом, как мы хотели. Ну, увидите, ладно, мы хотели стоять на мосту, чтобы его увидеть. Ну, неважно, увидели все это. Прошли мы с Мон-Сен-Мишель. Кто не был, очень сильно рекомендую, да? Рекомендую, потому что это стоит того. Как любой старый город, который построен 200-300 лет назад, вот как в Чехии чешский Крумлов. Он построен, кстати, в 790 году. Потом еще хотел быстро сказать, такой же, как вот эта Золотая улочка в Праге, там, на Пражском граде. Ну, вот этот из той же оперы. Где-то я еще такое что-то подобное видел, как старый город. Не вспомню быстро. Ну, стоит он того, прям шикардос. Ну, а назад выходить, а прилив затопил дорогу. В общем, интересное мероприятие. Но рекомендуем всем в 7 часов выходить с парковки. Потому что мы когда закончили, там часов что-то в 10:30, что-то такое, мы вышли, плюс-минус, то толпы туристов валили туда, там просто потом это кошмар. Мы уже когда шли наверх, так уже в аббатство стояли очереди. Ну, оно открывалось там попозже, но уже стояли очереди. Поэтому такие вещи надо посещать с утра. Мы, когда вышли с парковки, наша парковка самая последняя. Там потом за нами легковые еще один ряд почему-то как-то вклинился. Потом 2 парковки автобусов. И потом 6 и 5 еще еще легковые. А потом еще идти там сколько-то. Потом там кемпинг, вот. И вот это вот мы шли, вот эту всю дорогу, вот тут 15 минут идти. Ни одной живой души не было. И мы вышли когда на мост, ну, на дорогу к мосту. Вот впереди нас проехал один велосипедист, и там были на парковке, не на парковке, там стояла пара, все. Автобус первый в субботу и в 7:30, можно автобусом проехать. Пустой, ну, я думал, пустой будет, но нет, были там люди. И если вам не нужен прилив, посмотреть, как прилив приходит, идите сразу идите в город. Пустой, вы сами, вот эти все улочки там. Рассмотреть. Да, и рекомендовал бы, если не идете в аббатство, заходите в правую, ну, там 2 входа, левый и правый. Заходите в правую часть и все время идете вот в правую сторону по главной улице, никуда не сворачивая. Поворачиваете потом, там она вас сама дорога приведет к аббатству. Оно будет закрыто, а поворот будет направо, там наверху, направо, поворачиваете направо. Вы по верхней стене вот это все обойдете, придете к тому же аббатству и спустите вниз и вернетесь. Но вот этой дорогой вы обойдете все. Там вот эти вот всякие переходики, там вверх-вниз подниматься не надо. Вот это самое основное, а там потом, если захотите, там пару лестниц еще будет. Мы поднимались вверх. Не про то. Вот между верхним ярусом и нижним главной улицей есть еще ступеньки, но они все второстепенные, потому что они только соединяют между собой верхнюю и нижнюю улицу. Все. И вот этот маршрут лучше в правую сторону, по стене, и вернетесь назад. Все просто обалдеть. Если утром, так часа на 1,5, на 2, если там много чего фотографировать и снимать. Но мне напомнил, вот как мы вверх поднимались, только зашли, повернули, вот, Чешский Крумлов. Там еще этот поворотик такой. Ну, Чешский Крумлов миниатюрный, а это массивное такое все. Именно вот эта улица. Я не могу вспомнить, мы где-то еще были в таком. Ну, я тоже вот это вот, я тоже не могу вспомнить.
Ну, болеющий Нет, тут в Хорватии. Ну, он не такой, он тоже старый, все это. Нет, вот именно вот по этим ступенькам, по этим... Но это только в Крумлове. В общем, очень сильно всем рекомендую. Это просто... Как зажиток по-русски? Впечатление. Впечатление, да. Ну, не тот смысл, не тот. Супер, просто супер. И даже можно приехать сюда рано, запарковаться, сходить, не обязательно ночевать. Да, Посмотри. на собак я видела. 5. Мгм. И это. И тут хватит. Но именно вы должны быть первыми. Иначе столпотворение. Вообще, светать начало нормально, уже видно было 7:30, поэтому я бы, например, советовала 7:30 быть уже там, обойти его и встретить прилив. Ну, или так, да. Если хотите прилив. Ну, Да, как бы мне классно, мне очень понравилось. Можно там просто стоять. Ты видела, они все вот эти вот, которые вылезли, они все там сидели и все смотрели. И причем или вот это вот обойти, подняться на верхнюю палубу, скажем так, вот по этой самой верхней, да, сесть и вот именно смотреть. Круто, очень классно. Именно сверху. Вообще. Бонифаций друзей увидел. Сколько там их, и мы хотели поздороваться. Обратить на себя внимание. Да. Ты будешь? Наши пассажиры, Все уехали. они, может, вчера все это пропутешествовали, переночевали и уехали. Но я думал, плотнее будет забито. Ну, там, наверное, в начале уже все забито. Ну, не обязательно же караванами, машинами много едут. Там, где машины Ну, я много. про караван имел в виду, у меня машины 300 Я лет. же тебе говорю, что не обязательно все караванами едут. А это тоже такой машина? Ага.
Эти, видать, по Ла-Маншу гнали. Смотри. Почему? Заляпанные все. М. Впереди особенно. Стекло переднее. Лобовое. У меня уже ничего нет. Дам тебе кусочек маленький сырка. Малюсенький. Ты печенье будешь достать? С гаража что-то доставать? Пиво. Молоко, не знаю, наверное, нет. Пока. Хотели мы выбросить. И все, наверное. Ну так, коробку пустую и будем возить. Ну, так мы с нее не добрались. Мы же в караване, кемпинга еще не были. Я думала пораскладывать. Ну, ничего страшного. Что мы на себе носили. Мы, если бы дождя не было дома, мы бы все нормально поскладывали. Да мы и так нормально все поскладывали. Я закрыла твой шнур. Ему там холодно. Замерзнут. А замерзнет. Холодильник холодит. Ого-го. Да, как холодильник настоящий. Не то, что вам там что-нибудь. Вот так. А что вы уже? Уже ожили вы? Почему вы не жуете? Сейчас достанем еще этих. Что? Drink and Bills. Ага. И мчимся в замок короля Ричарда Львиное Сердце. Надо посмотреть, сколько он сегодня работает. Еще его называли король да нет. Бонни, пристань. Потому что его очень легко было склонить на ту или другую сторону. Вчера я читала. Вот так. У нас вчера был день истории. Нет, просто я читала. И вот теперь у меня путается. Или то ли Мон-Сен-Мишель построили в 790 году. Угу. Потому что тот в 1200 каком-то... 1100, по-моему. Угу. Я не помню, когда построили. Угу. Я помню, что он опущен был 1200, какое-то там запустение пришел. Интересно. Но я думаю, там долго не будем. Нет, ну да, там развалины, там как бы... Понятно, память о Просто замке. да. Угу. Ой. А потом нас ждет Рейнские водопады, остров Цветов, возможно, город Линдау, возможно. И потом вот это вот Покахонтас какой-то. Покахонтас, я не выговорю его. Я тоже. Да. И все. Уже осталось меньше, чем проехали. Да, но мы опять будем ехать долго, да? Ну, сейчас будет переезд после замка, переезд к Рейнским водопадам будет длинный, самый длинный. Ну, по сравнению с тем, что было, он второй такой же, а потом там еще дома сколько-то, не знаю. Ну, все. В смысле дома?
Ну, домой потом еще ехать, какая штрека будет. Ну, так же само сделаем. Если будет это, будем видеть, что нет, а в Германии переночуем и Да. с утра приедем и все. Как бы сейчас все хорошо получается так вот, по запланированному прям. Даже резерва получается, если сейчас вот с замком все получится. Дай мне, пожалуйста, салфетку. Ой, Сейчас я поймаю эту собаку. да? Вонечка, она сейчас тебе будет глазки вытирать. Ага. Это он уже понял. Только мама взяла носовичок, и мы уже хотели свалить. Не вышло у вас. Вот. Вот такой. Да, молодец ты, лапочка. Сколько прошел, папа? Все, ребята, пакуемся. Едем, встретимся в замке.